Всем привет! 26 января, 23 год. Вы с Олегом Соскиным. Остановимся на следующей проблеме. Уже развивается и набирает все большие обороты открытый конфликт, прямой конфликт. Это уже межличностный конфликт превышающий любой уровень столкновения между Зеленским и Путиным. И практически это, так если посмотреть, это тяжелейшая проблема. Почему? Для сотен миллионов людей так точно, может для миллиардов, которые живут на Земле. Почему? То есть Зеленский заявил, что вообще он не знает, Путин ли это, чтобы с ним вести переговоры. В том плане, что может вообще Путин уже и не Путин. Прежде надо, чтобы он сделал анализ ДНК. Да? Вот так можно развить слова Зеленского. А с другой стороны, он сказал, что вообще нечего ему с ним говорить и не о чем говорить с Путиным. И Песков сегодня, это так сказать, род Путина, заявил, что Зеленский тоже уже давно перестал быть оппонентом, переговорщиком для Путина, поскольку он не выполнил тех обещаний, которые он давал, когда шел в президенты. В самом деле это известно, достаточно поднять все материалы, то, что обещал Зеленский. И, в принципе, Российская Федерация была абсолютно уверена, что Путин, что он контролирует Зеленского, поскольку на Зеленского есть огромное досье в Москве. Там есть записаны все его выступления в разных частных клубах, перед разными, так сказать, лицами, сколько ему заплатили за это, его группе и так далее, в каком он виде там выступал, о чем он говорил, как он. То есть у Путина и у его Патрушева, естественно, у ближайшего окружения есть полностью все видеофайлы на Зеленского, и голосовые и прочее. Естественно, есть и все выплаты, которые Зеленский получил на территории Российской Федерации со своими ближайшими, так сказать, членами команды и не членами. Естественно, что очень много материалов есть и на жену Зеленского, это же понятно тоже. Как без этого, она ж не думала, что она станет женой президента. Поэтому, естественно, что они все расслаблялись как могли, будучи обыкновенными частными лицами, нормальной такой высокого уровня, оплачиваемой богемной тусовкой. Поэтому теперь это серьезнейший компромат на Зеленского. Вопрос только теперь, когда его выкинут. То есть, когда будут опубликованы многие файлы, многие речи, многие выступления Зеленского в разном виде. Я боюсь, что это тогда для нас многих игра эта членопианистская, она покажется вообще детской игрушкой по сравнению с тем, что, видимо, есть сегодня у московского кагибистского ядра во главе с разбойником Путиным. Зеленский принимает психологически определенные ходы к этому, что я не буду с Путиным встречаться, он никто и вообще неизвестно, он ли это. Тогда понятно, почему он это говорит, потому что, видимо, они уже знают, что в ближайшее время окружение Путина должно выкинуть на Зеленского очень большие объемы компромата. На него, на его жену, на еще каких-то близких людей. И тогда, конечно, начнется международный мощнейший скандал. Поэтому Зеленский уже заранее поливает из бронзбойта фекалиями Путина и его бригаду, говоря, что так они же вообще неизвестно вообще, кто они такие. И вообще с ними они разбойники, и они убийцы, и что с ними вообще вести какие-либо переговоры. Здесь как раз коренится такая очень большая интрига. В чем она состоит? Зеленский присвоил себе, присвоил себе мнение, право говорить от десятков миллионов украинцев.
То есть мы-то его выбирали все. Но я его вообще не выбирал и не голосовал. Для меня это все, извините, это как просто, ну как можно за Арлекина, за клоуна голосовать. Да и рассматривалось это же все как просто такое своеобразное шоу, что надо было как-то, чтобы этого усмирить Порошенко с его огромными шоколадными аппетитами, и поэтому рассматривалось, что на этот период как бы вот как фарс придет уже открытый членопианист, клоун, чтобы показать вообще всю абсурдность самого голосования прямого за президентов, чтобы перейти уже к другой модели вообще формирования Верховного Совета, потому что нужен двухпалатный Верховный Совет, надо передавать власть на места, надо формировать краи, надо усиливать города, надо создавать верхнюю палату было регион, ну, краев. То есть это все как бы, поэтому Зеленский, вот мной, я думаю, и другими рассматривался просто как какой-то комедиантный такой себе членопианист, который потом быстро будет, так сказать, народ поймет, кого он избрал, и он будет заменен на другого. Но вот случилась эта страшная трагедия, то есть совершенно сбрендил Путин, как у него эти мозги, видно, совсем закипели, отказали, и он с дуру попер на Украину. Ну, его, конечно, втравили, это понятно, Медведчук и его Шобла втравили. В принципе, по-хорошему, конечно, надо было бы за такие подставы, вот, таких людей, как Медведчук, надо было бы как-то по-другому с ними действовать, а не давать им реанимироваться. Ну, это дело Путина, конечно, дело хозяйское. И в этой связи теперь уже понятно, что идет открытая фаза столкновения между Путиным и Зеленским. И Зеленский, естественно, хочет урыть Путина. Ну, а Путин сам не хочет отвечать, он поэтому через Пескова, там через других говорит. Ну и самый главный у него глашатай – это Дима Медведев. И Дима Медведев вообще заявил, что Зеленский неадекват и в психическом плане. Вот сейчас опять 26 числа появился его материал. И что вообще бы этот Зеленский, киевский этот режим, он бы не продержался и дня, если бы не Запад. Вот, и ездят эти западные типа врачи, терапевты, эскулапы для того, чтобы, так сказать, проверять своего пациента Зеленского в Киев и, соответственно, так натыривать его на то, чтобы он воевал и отправлял на бойню новые десятки тысяч, сотни тысяч украинцев. И, по сути, уничтожал Украину. То есть, вот логика такая. И вот заявления Зеленского, они как бы выглядят совершенно в этом плане соответственными, что он себя изображает, что он какой-то диктатор, что он с Путиным встречаться не будет, Путин для него никто, и вообще Путина и нет уже, и что он готов воевать, и ну тогда задается себе вопрос, Зеленский, ну у тебя же все нормально, правильно? У твоей жены, у твоих родителей, где родители, скажи, кстати, жены родители, твои родители, где-то они находятся, покажи нам их. У Ермака все чудесно, правильно? У этого Кирилла Тимошенко, он так разухабисто написал это заявление. У Яценюка все отлично, он вообще процветает. Всех, и Данилов к нему ходит на всякие посиделки. Там это и другие, там с офиса президента. То есть получается, что как бы вот эта вся тусовка кучмовская, да, вот она вся, она так и осталась. Тот же Яценюк говорил, что как он пример берет с этого Азарова, этого человека вообще Московии абсолютно, что он хочет быть на него похожим. То есть это все забылось, что опять-таки, вот мне опять пишут, что Яценюк же требовал, чтобы ему была куля в лоб, так куля в лоб, почему он не идет на фронт вот вместе с Гордоном, да, и жена его могла бы тоже быть, там бы снаряды подносила Гордона. То есть получается какая-то абсурдность, то есть люди делают разные заявления, но они не отвечают за свой базар. Яценюк не ответил, Ющенко не ответил, Балога не ответил, да?
То есть, как это может быть? Порошенко тот же, тот еще как-то старается. А где, кстати, Порубий? Что-то совсем этого паренька со справкой знык. Может, я ничего не знаю. Вот Технебока не видим, Порубия не видим, Турчинова не видим. Говорят, что там с ним что-то случилось. Вот. Аваков же так любил этого Яценюка, да? С этой стеной, с этими деньгами бюджета. Давайте же посмотрим, куда деньги от стены пошли, когда Яценюк премьером был. И видите, никаких расследований нету. То есть видно, что Ермак, Яценюк и Зеленский, они в одной спарке. И теперь Пышный заявил, что вот обрадовал народ, что в этом году, оказывается, вы мне напишите в комментариях, он заявил, что потребительская инфляция за 2022 год 26,6%. Слышите? Расскажите мне, вот в самом деле вы так считаете, или это Пышный там закрылся в этом кабинете в Нацбанком, тем более у него все-таки есть проблемы определенные, да, вот, и он просто ничего не слышит в этом плане, глаз народа он точно не слышит, и вот эти глупости всякие рассказывает про эту маленькую инфляцию, а говорит, что в 2023 году вообще рост будет, и инфляции не будет, это почти там вообще копеечная инфляция будет, то есть какие-то фантазмы у этого, он как будто живет в другом измерении вместе с Яценюком. Вот сейчас опять-таки появилась информация, что Яценюку принадлежит вот эти кинотеатры в Крыму, где он был участником этого, так сказать, бизнеса вместе с Деркачем и покойным Шпигом, которые Валь основали, а потом продали его очень классно этому Райффайзену австрийскому. Вот. А интересно, как там участвовал в этой сделке, помогал этот Яценюк, какой он тогда пост занимал. А интересно, когда он был главой Нацбанка, он давал там несколько миллионов долларов кредит банку МРИА Порошенко, который потом российский банк купил, или не давал, и на каких условиях. То есть почему Пышный до сих пор не поднял деятельность Яценюка во главе Нацбанка, когда Тигибко пошел главой, так сказать, штаба, для него это очень плохо закончилось, того же, этого, как он называется, Януковича, правильно? Потом говорят, что год целый лечился. То есть ситуация, она такая скользкая. Причем уже забыли, что надо же рассматривать этого Резника Ова, да? Как там же коррупция огромная, видимо, в этом Министерстве обороны. То есть уже все затусовали, да? То есть уже все затерли, уже Солидары отступили, уже перекрыта якобы трасса на Угледар, Покровская, Угледар уже захвачена вагнеровцами. То есть вот этими провалом фронта как бы перебивается вся ситуация с Зеленским, с его окружениями, коррупцией, взяточностью, бандитизмом. И практически получается, что хватают уже украинцев везде, только можно, и их теперь заявили, что полиция, если кто-то не пришел по этой повестке, а повестка совершенно незаконная, то против него сразу начинается уголовное дело. То есть полицию вместо того, сотни тысяч здоровых мужиков, которые в полиции служат, вместо того, чтобы их бросить на Бахмут, на Угледар, на Сватово, чтобы они там пробивали, били этих вагнеровских Пригожина, этих уголовников. Полиция же должна воевать против воров, рецидивистов, наркодилеров. Вот пусть воюют, что их туда не бросить. Они хватают молодых ребят, мужчин по всей Украине. То есть в Украине формируется, по сути, это называется фашистский режим, коммунистическо-кагибистско-гестаповский. Зеленский формирует вот этот режим. А как иначе тогда? То есть это диктатура. Это вот с тем, что Олег Игоревич и другие ортодоксы, консерваторы, национал-патриоты, мы с этим вот больше 30 лет боролись. А теперь оказывается, что опять пришла вот такая тусовка карнавальная, которая захватила власть незаконно, антиконституционным путем провела выборы в Верховный Совет, разгромила Конституционный суд, неконституционным способом снял Зеленский председателя Конституционного суда, и перед этим тоже было, там неправильно все сделано в предыдущем их составе.
И теперь заявляет, что он уже, Путин для него никто, встречаться не будет, и идет отлавливание украинцев, и их бросают теперь мясом, так же как Путин, на фронт туда под этот Бахмут, под Угледар, под Сватово, Кременную и так далее. Так под Запорожье, там прорыв новый московиты готовят. То есть мы с вами находимся в каком-то абсолютно ненормальном положении. Я так думаю. Может, я ошибаюсь, конечно. Поэтому я думаю, что выскажу вам такой прогноз. Ну, во-первых, не сидите, еще раз говорю. Уже я вам объяснял, что будет, уже полностью мой прогноз сбылся, что Путин наносит удары сейчас опять по генерирующим мощностям. Сегодня колоссальный удар нанесен, и это не последний. Я думаю, до конца, начала февраля еще 2 удара таких должны быть, и будет полностью уничтожена вся электросистема. Дальше будут наноситься удары по вокзалам. Поэтому готовьтесь, что даже на поездах не сможете ехать. По туннелям, по мостам, по вокзалам будет. Это следующий будет удар. И Зеленский, его команда, эти все армии, штабы, эти шапталы, они не купили ни одного средства, чтобы не допустить этого. Плюс они же не наступают на врага. Они говорят, мы здесь защищаем. Кого защищаете? Зеленский, назовите, сколько, какие потери под Солидаром. Вот сколько вы потеряли, сколько было погибших патриотических сил, харизматов, пассионариев, украинских патриотов, националистов, цвета нации, семя нации, сколько погибло под вот это, защищая Солидар, Соль. И сейчас идут страшные эти сражения возле этой Кощеевки, Клещеевки, как я ее называю. Ну и Бахмута тоже, а теперь и возле Угледара. То есть мы видим фактически, что Зеленский ничего сделать не может. И что фактически сейчас он вошел в клинч с Путиным уже окончательный. И теперь пошла у них уже война на взаимное уничтожение. Только при чем тут граждане Украины, объясните мне, и славянское население приграничное на этой оккупированной КГБистской Московией территории, вот Руси, вот вы мне объясните, почему они должны миллионами гибнуть из-за сражения вот этих 2 оленей. Вы мне объясните. Я, может, что не понимаю, которые склестились и уже не выйдут с этого состояния. Поэтому я считаю, что ситуация просто для Украины так точно становится гибельной, потому что Зеленский считает, что он может бросать сотни тысяч украинцев насмерть. Это самое страшное. То есть он возомнил себя, что он там Наполеон Бонапарт, что он типа уже великий полководец, там чуть ли уже не Александр Македонский или еще там кто-то. Поэтому, а это очень опасная болезнь, мы это с вами знаем, Ну, а с той стороны в Кремле там вообще сидит какой-то, так сказать, уже ударенный этой Пригожина кувалдой по голове полностью, вместе с этим Дмитрием Медведевым, которому белочки бегают каждый день, ну и все другие, так сказать. Вот такая, к сожалению, у нас с вами ситуация. Поэтому ничего позитивного я в ней не вижу. Вижу только, что начинается новая фаза войны, и из высказываний Зеленского выходит, что и поддержки Запада, что до последнего украинца. Может, я не прав. Если я не прав, скажите мне об этом, расскажите, как вы думаете. Это будет важно для нашего понимания. Всего доброго, до новых встреч. Поддержите Олега Игоревича. Выстоим.